Приветствую вас, уважаемые любители вышивки! Вот мы и подошли к самой известной и красивой ажурной вышивке Ришелье. Если вы изучали предыдущие занятия и хорошо освоили шов валик, который является основным в этой вышивке, то можете смело приступать к этой работе. Например, к самому простому Ришелье без брид. Детали в этой вышивке должны соприкасаться друг с другом и не иметь больших промежутков, как, например, здесь. Маленькие образцы, которые появляются в моих видео, были выполнены моими учениками и оставлены мне на память. Вернусь к Ришелье без брид. Рисунок в этой вышивке сначала весь вышивается, отпаривается, а потом только вырезаются все пространства для вырезки. Вышивку отпаривают и проглаживают на мягкой ткани, сложенную в несколько слоев, чтобы выпуклые места вышивки вдавились в мягкую ткань, а промежутки между деталями хорошо прогладились. Вышивка Ришелье выполняется мулине или тонкими катушечными нитками. Для создания большей ажурности и скрепления деталей рисунка, расположенных на расстоянии друг от друга, необходимо научиться выполнять бриды. Их выполняют двумя способами. Итак, начнем. Для освоения возьмите рисунок с простыми бридами или просто нарисуйте подобные формы, как у меня. Как всегда, обстрачиваем контуры мелкой строчкой 2 раза. Если ткань рыхлая, то и 3-4 раза, чтобы валик не высыпался. Прокладываем по контуру прокладочную нитку. Первый способ – с оттяжкой прокладочной нитки и последующей обработкой ее швом валик. Если на рисунку не нарисованы бриды, то можете на уже переведенном рисунке на ткани простым карандашом нарисовать бриды так, чтобы наиболее выпуклые места были прикреплены.
Второй способ выполнения брид. Это когда натягивают несколько воздушных строчек между деталями на месте расположения бриды, а потом обрабатывают их швом валик. Толщина бриды зависит от толщины ткани. На тонких тканях достаточно одной воздушной строчки, обработанной валиком. Извините,
пожалуйста, я еще забыла вам сказать, что бриды можно делать и способом, как Ришелье без брид. То есть на месте бриды вышить валик, а потом все пространства вырезать. На этом образце все очень хорошо видно. Спасибо большое, ученица. А на конце вам такую изюминку. Вот эти фото сделаны неделю назад в Швейцарии и Милане. Люксусная модель, воротничок и перед вышиты Ришелье. Качество, конечно, не блещет, потому что это хоть и небольшое, но серийное производство. Валик очень редкий, после стирки растрепится. Цена заоблачная. А самое главное, когда вы сделаете индивидуальную вышивку на изделии, никто вам не скажет: «Ой, я это платье носила 10 лет назад, а она его все еще носит». Ведь если модель сделана в классическом стиле, она вечна. Верьте моему 40-летнему опыту. Очень много было в продаже вышитых моделей. Вышиты даже и пальто. Так что еще вышивка надолго останется в тренде. Да, в общем-то, она и никогда не выходила из моды. А к вышивке на пальто мы тоже с вами доберемся. Так что набирайтесь опыта. В следующий раз Ришелье для гурманов этой вышивки. Желаю вам много успехов и до встречи!